Всем привет! Недавно губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров лично встретился с Владимиром Путиным, чтобы отчитаться о положении дел в области. Обсуждалось много вопросов касательно Самарской области, но более всего интересно это положение дел АвтоВАЗа. Владимир Путин задал Азарову прямой вопрос. Как себя АвтоВАЗ чувствует? Узнав правду, Путин потерял бы дар речи. А что мог ответить Азаров на вопрос президента? Конечно же, пришлось выкручиваться, чтобы не говорить правду. По словам Азарова, АвтоВАЗу пришлось очень нелегко, особенно в первой половине года. Но при поддержке государства предприятие удалось перезапустить 8 июня. А уже во второй половине прошлого года предприятию удалось выйти на показатели 2021 года. Если говорить в общих чертах, то Азаров несколько раз поблагодарил Владимира Путина за колоссальную поддержку предприятия и радостно сообщил, что АвтоВАЗ успешно справился со всеми санкциями и держит удар. Я считаю, что в АвтоВАЗ столько вбухали денег, что если их раздать россиянам, то каждому по 2 машины, наверное, достанется. Только по всей видимости, Азаров забыл сообщить президенту о том, что уже в конце мая АвтоВАЗ уходит на простой. На самом предприятии называют это корпоративным отпуском. Правда, его пришлось перенести с июля и не просто так. Из-за новых санкций несколько важных иностранных поставщиков отказались работать с АвтоВАЗом далее, несмотря на свои обязательства на весь этот год. Но что это за поставщики и какие детали они поставляли, АвтоВАЗ решил умолчать. Поэтому было решено перенести корпоративный отпуск, чтобы за 3 недели решить эту проблему. Но по опыту прошлого года, когда все из-за тех же проблем с поставками, АвтоВАЗ остановил свои конвейеры на несколько месяцев, простой может затянуться, если проблему не решить оперативно. Тем более, тогда было несколько переносов запуска завода из-за проблем с поставками. Также почему-то Азаров не упомянул, что у АвтоВАЗа с конца прошлого года проблемы с лакокрасочными материалами. Лада Гранта все еще красится в белую и черную краски. Сейчас на предприятии снова возникли проблемы с наличием электроусилителей для этой модели. И в очередной раз пошли некомплектные машины на склад. Для Гранты все так же нет центрального замка, и автомобили выпускаются без него. Нет датчиков парковки, а цена минимальной комплектации начинается почти от 1 000 000 рублей. И это бюджетный и народный автомобиль? Для вазовских начальников и губернаторских властей Гранты супербюджетные, потому что они ездят на авто совсем другой ценовой категории зарубежного производства. Но еще более существенная проблема с Ладой Вестой НГ, а точнее с программным обеспечением для этого автомобиля. Несмотря на триумфальный перезапуск автомобиля в серию 3 марта, все выпущенные автомобили Веста НГ в 3 типах кузовов продолжают также складироваться на старом треке АвтоВАЗа. Проблему с ПО обещали решить к маю, но пока в это не особо верится. Веста НГ все так же продолжают окрашивать только в 2 цвета – белый и серый. По всей видимости, по мнению Азарова, все эти проблемы мелочь, и АвтоВАЗ справился с последствиями санкций. Недавно стало известно, что долг АвтоВАЗа составляет 100 миллиардов рублей. Долговая яма значительно выросла после ухода иностранных партнеров, когда АвтоВАЗу пришлось искать новых поставщиков, а также совместно с ними заниматься локализацией ряда компонентов. Все это потребовало дополнительных вливаний в компанию, которая сосет бюджетные денежные средства уже долгие годы. Максим Соколов высказался о надеждах на дополнительные меры поддержки от государства, которые помогут держаться компании на плаву. И вот механизм погашения кредитных обязательств компании, кажется, нашли. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. На данный момент власти совместно с АвтоВАЗом разрабатывают механизм выпуска облигаций компании, что позволит погасить долг. Пока точного решения не принято, но если все же стороны найдут точки соприкосновения, государство компенсирует АвтоВАЗу выплату купонного дохода. Об этом журналистам заявил Денис Мантуров. Такие меры поддержки уже ранее были оказаны ГАЗу и КАМАЗу. Точных сроков решения этого вопроса пока нет, но Денис Мантуров предположил, что решение может быть принято уже этой осенью. Если в этом году не удастся решить вопрос, то с большей долей вероятности решат его в следующем году.
Если облигации АвтоВАЗа будут выпускать, то сразу на всю сумму долга, что позволит компании полностью закрыть свой кредит. Сколько лет, сколько спасают АвтоВАЗ? Он либо уже утонул, либо он ихтиандр. Есть третий вариант. На его месте создать завод, действительно выпускающий автомобили, сделанные руками, а не по древней традиции лобзиком через одно место. А как считаете вы, такой АвтоВАЗ нужен России? Хотя бы для рабочих мест? Пишите в комментариях.